господа, мы рады приветствовать участниц финала конкурса «Мисс Россия 2011». На ваших экранах самый невероятный в истории финал конкурса красоты «Мисс Россия». Наконечная Екатерина, Волгоград. Внешне все как обычно. Красавица, звездное жюри, конкурсы. Яна, что бы вы сделали, если бы у вас был 1 миллион долларов? Если вы волнуетесь, я могу сказать, например, свою версию. Я бы купил на них евро. Половина бы на себя, половина на благотворительность. Я думаю, это честно будет. Я бы, наверное, заплатила бы вам, чтобы вы взяли меня в свой клип новый. Кому-кому, а Александру Реве платить на этом конкурсе совершенно бесполезно. Некоторые участницы будут поважнее него. Гантимурова Наталья, Москва. Дедушка этой красавицы когда-то был гендиректором Южуралзолота, дядя – депутатом Госдумы. Для победы нужны именно такие данные. Мисс Россия 2011 стала Гантимурова Наталья, Москва. Но вот парадокс. Победительница далеко не самая важная участница конкурса. Среди этих девушек есть та, которой не нужен миллион, ни долларов, ни евро. Более того, она могла выбрать себе любое место на пьедестале, но была вынуждена вести себя скромно и войти лишь в топ-10. Тоже неплохо. Вот она, самая главная девушка в этом зале. И не только там. Харчева Алиса, Королев. История Алисы Харчевой, к которой мы скоро вернемся, часть громадного исследования проекта под названием «Отцы и деды». Последний год вся наша редакция анализировала связи буквально всей российской верхушки. 10 тысяч чиновников, парламентариев, глав госкомпаний и их родственников. Обнаруженные нами масштабы кумовства поражают воображение. Все еще хуже, чем вы могли представить. Самое главное из нашего исследования — смотрите видео Романа Баданина, которое уже доступно на Ютубе. Но одними выводами проект не ограничивается. В течение недели мы знакомим вас с самыми интересными и неожиданными героями эпохи тотального кумовства. Сегодняшнее видео о месте женщин в российской власти. Эта цифра говорит о многом. В первую очередь о том, что женщинам редко удается пробиться наверх. Мы расскажем вам 3 истории, которые наглядно покажут отведенные женщинам роли и места в российском руководстве. И начнем с рассказа о том, как целая группа людей во власти решила использовать юную, еще несовершеннолетнюю девушку, чтобы возвыситься и обеспечивать досуг Путину. Но прежде подпишитесь на канал проекта и поставьте лайк, чтобы больше людей смогли увидеть это расследование. Мир, наш путь, наше время, наш час. Наши — это официально, неофициально ликующая гопота или нашисты, по аналогии с фашистами. Уже в начале 2000-х они выкидывают в унитаз книги неугодных писателей и насаживают пластиковые головы правозащитников на кол. Делают все то, что тогда поражало, а теперь стало повседневной реальностью. В общем, эти ребята задают стандарты времени Путина. И за это им обещают власть. То есть мы хотим, чтобы вы пришли на позиции мэров городов, губернаторов, депутатов всех уровней, руководителей компаний. Кто-то из вас станет президентом через 20-25 лет в силу биологических причин. Это создатель наших. Многие называют его по-простому Вася, хотя благодаря успеху движения он уже важный правительственный чиновник Василий Якименко, глава Федерального агентства по делам молодежи. Ежегодно он собирает своих, вернее, наших, в прокремлевском лагере на озере Селигер. Посмотрите, все здоровые, все в порядке. Деды, как там, деды? А как же влюбиться? Где найти отношения? Как их построить? Я могу вам посоветовать отправиться в лагерь на озере Селигер. Вот там самая настоящая романтика.
В наши завлекают не только карьерными обещаниями. Секс обсуждают на форуме лагеря. Чего, собственно, ждать там, на озере? Об учебе, правда, ни слова. Зато вот весьма популярная ветка. 13 секретов секса в палатке. О том же думает Якименко во время лагерных посиделок. Какое самое большое удовольствие у человека, у человечества? Почесаться гениталиями друг от друга. Правильно? Никакой политикой никогда не занимался. Я занимался вопросом ухаживания за женщиной. Вася, конечно, кокетничает. Он еще как занимался политикой. Просто в российском смысле этого слова. Делал карьеру, пытаясь угодить главному начальнику. А Путину общество этих молодых людей было по сердцу. То соберет наших у себя в резиденции, то сам приедет к ним на Селигер. И проследит, чтобы они хорошо выглядели и не были толстыми. Для взвешивания здесь используют общие весы, чтобы знать, как идет не только индивидуальное, но и командное похудение. Премьер не отказал участникам проекта и взвесился вместе с ними. Но наши хотели идти дальше и выслужиться перед Путиным по-настоящему. И в этом пригодился их общий с Путиным интерес к знакомствам и хорошим фигурам. Дело было осенью 2010 года. У людей разных профессий есть запрещенные периоды для отпуска. Учителя никогда не отдыхают 1 сентября, а налоговики весной в период подачи деклараций. Такая же дата для наших – 7 октября, день рождения Путина. Перед этим знаменательным событием ни в коем случае нельзя было уходить в отпуск. Все должны были думать над подарком имениннику. И, как говорит один из наших собеседников, это был шанс серьезно выслужиться. Для меня Путин в первую очередь деловой партнер. Он создает условия, а я в этих условиях пробую добиться успеха. И добился. Это Владимир Табак, выпускник факультета журналистики МГУ, сблизившийся с нашистами и только что побывавший на Селигере. В 2010 году, к 58-летию тогда премьера Путина, он предложил оригинальную идею – преподнести календарь из 12 полуголых студенток журфака, каждый из которых обожает главу правительства, и красиво и лишний раз пнуть не очень лояльный факультет. Начальники наших, Якименко и Владислав Сурков, пришли в восторг. И Табак приступил к набору моделей для простоты из числа своих знакомых. Правда, не все оказались студентками и не все совершеннолетними. Одна абитуриентка, 8 студенток и 2 выпускницы. Мне было очень приятно. Мы работали с самыми опытными стилистом Сашей Роговым и фотографом нашим Арсением Гробовником. Съемки происходили в течение 3 дней. Снимали в таком режиме нон-стопа. Но все было очень бодро, очень весело. Замечательная команда. Ради приличия у календаря был политический подтекст. Это многозначительное предложение от мисс Февраль насчет 3-го раза как будто не про секс, а в тему очень актуального 15 лет назад вопроса, не вернуться ли премьеру Путину в президенты. Но настоящий смысл был куда более прямым. Выражаясь современным языком, нашисты подготовили для своего лидера этакое распечатанное приложение для знакомств. Мисс Декабрь даже оставила свой телефон. А телефон, кстати, чей там был? Это реальный телефон этой девушки. Да ладно, ужас какой. Нет, понимаете, этот проект... Представьте, если Путин ей позвонит, вот это будет забавно. Журналистка НТВ Катерина Гордеева явно не догадывается. Путин ведь и правда позвонит, только не мисс Декабрь, а сидящие в этой же студии 17-летние абитуриентки. Я не считаю, что если девушки снялись в купальниках, снялись в белье, это может как-то показать их внутренний мир и то, чем они занимаются. Теперь обо всем по порядку. Накануне дня рождения Путина пресс-секретарь наших Кристина Потупчик опубликовала этот календарь в своем блоге. Разразился скандал, этично ли студенткам главного вуза страны участвовать в таком подарке премьеру. Этот вопрос и обсуждают гости студии, включая Гордееву, Табака и 17-летнюю абитуриентку. Но власти ничего зазорного в этом не нашли. Наоборот. Пресс-секретарь Путина Песков непонятно для чего публично подтвердил: именинник получил подарок. Дальнейшее до сих пор было неизвестно.
Выяснение обстоятельств этой истории заняло у нас несколько лет. В течение этого времени мы изучали некоторые документы, о чем позже. А еще мы смогли поговорить с 4 людьми, готовившими этот подарок. И вот что они рассказывают. Путина в календаре больше всех привлекла мисс Апрель, та самая абитуриентка Алиса Харчева. Здесь максимально простая подпись, зато девушка действительно эффектная. Впечатленный ее сексуальностью, премьер немедленно захотел с ней встретиться. Один наш источник даже уверяет, что Путин якобы сам позвонил Алисе и тем самым, конечно, шокировал. Но, скорее всего, ей позвонил все же помощник и пригласил приехать в государственную резиденцию. Все наши собеседники сходятся в том, что между этими двумя завязался длительный роман. Абитуриентка регулярно ездила к премьеру где-то в течение года, получается, с поздней осени 2010-го и вплоть до второй половины 2011-го. Значит, в том самом конкурсе «Мисс Россия» Алиса участвовала, будучи возлюбленной Путина. Что бы вы сделали, если у вас было 6,5 миллионов? 6,5. Я бы отдала родителям, я бы отдала это, может быть, подарила какие-то подарки своим подругам, обеспечила бы своих собак новыми пуховичками. Про подарки Алисы мы еще поговорим. А пока вернемся к ее встречам с Путиным. Помните историю мадам Помпадур? По легенде, влиятельные мужчины специально познакомили ее с Людовиком XV, чтобы через нее влиять на короля. И она, правда, стала невероятно важной при дворе. Так вот, тот успех XVIII века попытались повторить наши. Мои собеседники утверждают, что каждый раз, когда Путин звал Алису к себе, благодетели давали девушке задания, просили донести до премьера то или иное предложение. Но то ли Путин оказался умнее Людовика, то ли из очень юной Алисы не вышло Помпадур, но ни одно из этих предложений Путин, как говорят, не принял. Напротив, я слышал версию, что премьер насторожился таким попыткам его использовать и потому роман прекратил. А теперь давайте поговорим о моральной стороне вопроса. Для начала. В 2010 году Путин еще формально женат, хотя о супруге Людмиле Александровне не вспоминает. В этот момент у него уже роман с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой, которой на тот момент 27. Наши собеседники утверждают, что юная Алиса оказывалась у Путина в дни отъезда в гимнастке. Это не наше дело. Более важно другое. Любовница Путина родилась в конце 92 года. На момент съемок в календаре она только что провалила поступление в МГУ, потому ее представляют абитуриенткой. И ей еще 17. Путин старше на 4 десятка лет. Если вам почему-то кажется, что нашисты не были достаточно циничными, чтобы предложить Путину несовершеннолетнюю девушку, просто посмотрите следующее видео. С каким упоением Якименко пересказывает историю одного из героев фильма «Волк с Уолл-стрит». Вы заходите к себе домой. Вам 16 лет. У вас есть сестра. Так получилось, что вы в одной кровати. У вас есть... Я вам задаю один вопрос. Вы сейчас с женщиной лежите в кровати или с сестрой? Сестрой. Все, вы никогда не заработаете миллиард. Родственные связи – самая безумная часть этой истории. Итак, наши источники говорят, что роман Путина и Алисы закончился где-то во второй половине 2011 года. По совпадению, тогда же наши вообще выпали из доверия руководства страны. Вот как вы говорите, вас уволили из правительства. Так почему? точно. То есть, если смотреть на общедоступную информацию. Потому что я не защитил Родину. Я должен был вывести на площади сотни тысяч людей, которые отпиздят всех белолентщиков. В итоге движение распустили, а Якименко и его начальника Суркова отправили в политическое небытие. Зато автор идеи календаря «Табак» и правда сумел продвинуться. Его брали работать в избирательный штаб Путина, а теперь он возглавляет такое «Оно диалог». Если коротко, это важная структура занимается пропагандой в интернете на деньги Кремля. С 11 июля 27 фейков выявили, связанных с работой мессенджера Макс. Темы, по большому счету, две. Первая – это принудительная установка. И вторая тема, которая важна и которая, к сожалению, на самом деле стала темой, в которую аудитория верит, это тотальный контроль спецслужб.
В нашем распоряжении оказались некоторые финансовые документы диалога. Каждый месяц эта фирма платит зарплату около 100 тысяч рублей некоему Всеволоду Харчеву, бывшему профессиональному игроку в хоккей с мячом. Вот он. По окончании карьеры пробовал себя как тренер, не получилось, и внезапно оказался в диалоге, хотя навыков и знаний для работы в пропаганде у него нет. Объясняется все просто. Всеволод Харчев – отец Алисы. Только вдумайтесь, папа получает выплаты от человека, который придумал сфотографировать его несовершеннолетнюю дочь в белье, с простой целью отправить к Путину в постель. И эта выплата, конечно, не единственный подарок Алисе. Она получила квартиру в Москве в этом ЖК на Минской улице, по-настоящему элитном. В соседнем здании, например, жил Дмитрий Медведев. И это тоже доказывает ее роман с Путиным. Ведь формально недвижимость ей передал некий Григорий Баевский, человек, который обеспечивал активами и дочь Путина Катерину Тихонову, и Алину Кабаеву, пользуясь отсутствием которой Путин встречался с Алисой. Гриша настолько скупой человек, что если бы речь шла о его собственной девушке, никогда бы квартиру не подарил. Знаете, что мне интересно? Жалеет ли Алиса о том, что когда-то не заставила Путина дать ей титул «Мисс Россия»? Ведь наверняка могла бы. После расставания она тосковала по своему возлюбленному и даже пыталась привлечь его внимание новой съемкой. Тоже эффектно, правда бесполезно. В итоге вышла замуж, теперь она Ахильгова, и владеет студией «Загара». Зная, что такой шум будет после выхода календаря, сейчас вы бы согласились сниматься? Да, я бы согласилась. В этой истории нет никакой морали, сплошная аморальность. Группа влиятельных мужчин пыталась использовать несовершеннолетнюю девушку ради своего влияния и почти преуспела. Но бывают и иные случаи. Роман с важным начальником может помочь энергичной девушке получить повышение. Именно так начиналась головокружительная карьера самой высокопоставленной женщины в России за последние 200 с лишним лет. Я помню дни, когда у нас просто в доме не было хлеба. Когда мама вынуждена была работать на 2, на 3 работах, чтобы нас прокормить, одеть. Это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Женщина, занимающая 3-й по важности пост российской власти. Когда-то бедная, теперь она утопает в роскоши. Валентина Матвиенко – известная любительница пожить на широкую ногу. Она носит часы Брие стоимостью от 100 до 120 тысяч долларов. Чиновница, так и не поборовшая главную напасть Петербурга. Сбивать сосули ломами – это уже, извините меня, каменный век. Так, чтобы можно было срезать, я не знаю, лазером. Уроженка Украины, одобрившая ввод российских войск на свою родину. Нам просто не оставили другого выбора. До сих пор никто не рассказывал настоящую и на самом деле драматичную историю жизни и карьеры этой женщины. Чтобы восстановить ее, мы поговорили с большим количеством ее знакомых разных лет. И выяснили, что в судьбе Валентины Матвиенко гораздо больше сходства с историей Алисы Харчевой, чем может показаться на первый взгляд. Ее карьера тоже началась с влиятельных мужчин. СССР. Конец 60-х годов. Юная и привлекательная Валентина Тютина, это девичья фамилия, поступает учиться на провизора в Ленинград. Меня так потрясла смерть отца, и мне хотелось, это глупо, по-детски, может быть, мне хотелось сделать такие лекарства, чтобы никто никогда не умирал, чтобы это были лекарства от всех болезней. И сначала это была детская мечта, а потом мне это очень понравилось, и после окончания училища я продолжила учебу уже в фармацевтическом институте. Но по-настоящему увлекает ее не учеба, а общественная деятельность. Валентина вошла в студенческий комсомольский актив. Комсомол в те годы уже вырождающаяся организация, пронизанная формализмом и лицемерием. Пьянство, карьера через постель. Позже, в перестройку, это даже покажут в кино. Переговоры о месте второго секретаря горкома идут прямо в сауне, среди комсомолок в простынях. Он тоже наш краснопролетарский. Он сейчас на хозяйственный уходит. Значит, кого-то в горкоме своих оставить надо? Надо. Сейчас Матвиенко объясняет свой успех упорством и талантами. Во-первых, я
всегда хорошо училась. Второй очень трудолюбивый человек. И я много работала над собой. В-третьих, это упорство. Трудолюбие и исполнительность Матвиенко действительно отмечают все наши собеседники. Но это как минимум не вся правда. Я знаю, за вами ничего нет. За мной тоже, кроме грехов молодости. Так в 2003 году она сказала нашему источнику среди петербургских депутатов. Вероятно, имела в виду широко разошедшиеся слухи о комсомольских застольях, на которых она якобы получила кличку «Валя Стакан». На пьянках были обычно одни мужчины и она. Пили водку. Валентина Ивановна клала руку на стакан и говорила: «Мне только полстакана». Не хотела напиваться. Но пила она нормально. А то, что говорят, что прозвище «Валька Стакан» — это неправильно. Полстакана. А может быть и кое-что еще. На старте Матвиенко помогли 3 влиятельных мужчины. Второй и третий были настолько важными, что чуть не стали главами советского и российского государства. Но начнем с первого. Виктор Лапко. Много работал, участвовал в жизни партии и уже через несколько лет занял важную номенклатурную должность первого секретаря Ленинградского обкома ВЛКСМ. Тогда же произошла знаковая встреча, повлиявшая на будущее Виктора Лапко. Помню, как к нам на работу секретарем по учащейся молодежи пришла молодая Валя Матвиенко. Энергична была невероятно. Жизнь вокруг нее буквально бурлила. Мы тогда 2,5 года проработали в одной команде. Прекрасное было время. Эти теплые дружеские отношения сохранились до сих пор. Мы снова в одной команде и абсолютно уверены друг в друге. Двое их знакомых утверждают, что отношения Лапко и Матвиенко выходили за пределы дружеских. У них был роман. Так карьера Матвиенко и пошла в гору. Вчерашняя студентка стала получать руководящие посты в комсомоле. А дальше ей тоже помогли. Центральному комитету КПСС! В марте 1975 года в журнале «Ньюсвик» была опубликована информация американской разведки о возможных кандидатах на место кремлевского несменяемого долгожителя. Первым в списке был Григорий Романов, 52 лет, партийный секретарь Ленинграда. Романов – важнейший государственный деятель эпохи застоя. Правда, главой СССР после Брежнева он так и не стал. Зато возглавлял Ленинград долгие годы и прославился как борец с инакомыслием. Преследовал Иосифа Бродского и Сергея Довлатова. Да, действительно, я считаю Григория Васильевича Романова своим учителем. Именно с его подачи, говорят наши источники, Матвиенко к 32 годам возглавляла Ленинградский комсомол. Затем один из городских районов, а в 37 была зампредом Ленисполкома, тогдашнего городского правительства. И это все во времена, когда страной руководили на глазах умирающие от дряхлости мужчины. Но СССР рухнул, погребя под собой многих партийцев, а Матвиенко выжила. Я познакомилась с Евгением Максимовичем в период совместной работы в Верховном Совете СССР. Естественно, я и прежде много слышала об этом известном в стране человеке, но, конечно же, личное знакомство существенно обогатило мое заочное представление о нем. Это знакомство оказалось для Матвиенко по-настоящему личным. Евгений Примаков. Известный бабник и заметный государственный деятель. Выходец из разведки. Министр иностранных дел, а затем премьер, прославившийся тем, что демонстративно отменил официальный визит в США после того, как американцы начали военную операцию против Югославии. В аэропорту Внуково-2 встречают самолет премьер-министра России, который несколько часов назад развернулся над Атлантикой и взял курс обратно в Москву. Примаков принял это решение после разговора с вице-президентом США, которым тот сообщил ему о начале военной операции НАТО против Югославии. Он едва не стал президентом, и никакого Путина бы тогда не было. В любой момент президент может физически уйти. Это означало, что в любой момент Евгений Примаков может занять этот пост. Только к тому времени президент Ельцин перестал быть главным органом власти в стране. Примаков заметил Матвиенко в конце 80-х, когда возглавил одну из 2 палат Верховного Совета, Советского парламента. Матвиенко там же возглавляла комитет по делам женщин. То есть Примаков, по сути, был ее начальником. С тех пор наши пути неоднократно пересекались. И правда, с того момента карьера Матвиенко была неразрывно связана с Примаковым.
Когда СССР рухнул, вероятно, с его подачи, молодую чиновницу тут же приняли в элитную дипакадемию, а по окончании сразу же сделали послом. Сначала на Мальте, потом в Греции. Фантастическая карьера. Когда он был назначен председателем правительства, я в это время, а я стал министром иностранных дел, я хотел предложить пост заместителя министра иностранных дел нашему послу в Греции Валентине Ивановне Матвиенко. Но Евгений Максимович здесь меня опередил, он предложил пост вице-премьера Валентине Ивановне. Валентина Ивановна согласилась. Я думаю, что правильно сделала. О романе Примакова и Матвиенко нам рассказали ленинградский журналист и высокопоставленный чиновник тех лет. По словам еще одного источника, именно Примаков представил Матвиенко Путину, тогда начинавшему восхождение во власть. Чиновнице якобы понравилась тому своей исполнительностью. Вы знаете, я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича. И хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Примаков оказал Матвиенко еще одну, возможно, даже более важную услугу в очень личном вопросе. Во дворе школы Матвиенко и Мурин наносили удары Рожкову кулаками и ногами. Они вдвоем пили пиво, Рожков попросил попить. Дали пиво. А потом опять стали избивать. Потом Матвиенко схватил его за горло. Оба требовали денег, и Рожков отвечал, что денег у него нет. Пока в первой половине 90-х Матвиенко была послом России на Мальте, против ее сына Сергея, ему тогда был 21 год, возбудили уголовное дело по статье о грабеже группы лиц. Ситуация была столь серьезной, что его матери пришлось срочно лететь в Петербург. Но даже ее влияния оказалось недостаточно. В итоге звонить петербургским правоохранителям пришлось лично Примакову. Вопрос решили. Но это было только началом проблем. Мы всегда избегали разговоров на две темы. Знали, что у нее два тяжелых горя. Так о Матвиенко нам сказал журналист Иопула начала нулевых. Эти два горя – муж и сын. Верность во что? Верность – это один из моих моральных принципов, которому я никогда не изменяю. Еще в студенчестве, до встречи с по-настоящему судьбоносными мужчинами, Валентина Тютина первый и единственный раз в жизни вышла замуж за однокурсника Владимира Матвиенко. Официально они никогда не разводились, но вряд ли это имя вам известно. Почти все их редкие совместные фотографии сделаны еще в советские времена. Пока Валентина Матвиенко строила карьеру и крутила романы, ее супруг страдал от неизлечимой болезни, парализовавшей его тело. Уже в 55 лет Владимир Матвиенко был вынужден оставить службу в военно-медицинской академии, а дальше стало только хуже. В поездке по регионам Матвиенко с коллегами попала в серьезную аварию. В образовавшейся суматохе Владимиру сообщили, что Валентина погибла. От горя у него случился инсульт, в результате которого он оказался окончательно прикован к инвалидному креслу. Даже жили они с женой по большей части раздельно. Любовь для вас что? Любовь, ну вот, как кто-то сказал тоже, это когда вот без человека просто не можешь дышать. Семейная ситуация, конечно, сказалась на сыне. Единственный ребенок четы Матвиенко рос без родителей. Отец тяжело болен, мать на обкомовских банкетах. И уголовное дело, разбираться с которым пришлось Примакову, стало только началом его приключений. Известная тема о том, что я употребляю наркотики, но защищая докторскую диссертацию, работая в госструктуре ВТБ и занимаясь всем этим, но это просто нереально. У нас говорят о всех все. Если я похож на наркомана, я вот не знаю. Слухи о том, что сын Матвиенко имеет наркозависимость, разошлись настолько широко, что ему не раз приходилось публично это отрицать. Но иногда очень сложно поверить, что он не употребляет. Вот его разговор с Олегом Тиньковым. Начинаем с Гудвилла. После того, как отработали Гудвилл, переходим на мультипликатор. С мультипликатора переходим на мультиплицирование. С мультиплицирования переходим в ебеду. С ебеды, значит, переходим опять в Гудвилл. И делаем следующий виток спирали. Находящийся в явно измененном состоянии сознания Сергей Матвиенко не мог ответить, как он управляет своим бизнесом. А бизнес у него был, да и до сих пор есть, огромный. В 2000-е мать, тогда губернатор Петербурга, как это принято, решила сделать из сына самого настоящего миллиардера. К концу десятилетия активы Сергея оценивались в $1 миллиард. Естественно, этот миллиард появился коррупционным путем. Как только в 2003-м Валентину Матвиенко избрали главой города, местные бюджетные счета стал обслуживать банк Санкт-Петербург, в котором у Сергея Матвиенко была небольшая доля, а затем он стал вице-президентом. Вскоре он получил и целую бизнес-империю,
которая путем махинаций завладела многочисленными историческими зданиями в центре города. Вот это знаменитое здание его. И такой вот исторический особняк. И этот доходный дом на площади Труда. И еще очень-очень много зданий с многомиллионными доходами от сдачи в аренду. Прямо сейчас Сергей Матвиенко владеет недвижимостью в Москве и Петербурге по меньшей мере на 12 миллиардов рублей. После перехода его матери из Петербурга в Совфед активы сына в родном городе тоже ужались. Из нескольких десятков компаний его бизнес-империи выжили лишь несколько. Они до сих пор получают миллиарды, правда теперь рублей, на господрядах. Впрочем, Россия не единственный интерес Сергея Матвиенко. Италия нравится? У нас там отдельная история. Разрешение на работу подписал господин Берлускони. Даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину он проводит время в Европе и перевел туда значительную часть семейных активов. Вот тут, в 170 километрах от Венеции, в небольшом городе Пезаро, есть незаметная, не обозначенная на карте улочка, которая упирается в большие кованые ворота. Владелец Сергей Матвиенко. Сколько стоит эта вилла, оценить очень сложно. В этих краях нет ни одного дома с участком в 250 000 квадратных метров. Виллу Матвиенко можно с чистой совестью оценить минимум в 10 миллионов евро или 1 200 000 000 рублей. Можно было бы сказать, что многое из того, о чем говорится в этом видео, личная жизнь Валентины Матвиенко. Но только подумайте, личные отношения стали для нее способом занять выгодный государственный пост. Достигнув небывалого для любой российской женщины статуса, она помогла сыну заработать миллиарды на господрядах и заполучить множество активов в Петербурге. Эта передача власти и богатства по наследству длится уже почти полвека. Впрочем, важно сказать кое-что еще. Все, с кем мы говорили об этой семье, уверены, Сергей Матвиенко в своем бизнесе был лишь номиналом матери и укрывал ее богатство. Я занимаюсь бизнесом, и у нас есть договоренность о том, что мама не комментирует мою жизнь, а я не комментирую мамину. Помощь в сокрытии богатства – еще одна роль, которую властители России отвели женщинам подле себя. Но тут их могут ждать неприятные сюрпризы. Об этом наша следующая история. Когда я увидела фото Саймона, он мне сразу понравился. И я решила свайпнуть вправо. Я тоже познакомилась с ним в Тиндере. Его отец был алмазным олигархом. Частные самолеты. Возможно, вы смотрели этот документальный сериал Netflix об обаятельном мошеннике по имени Шимон Хают. Буквально недавно он был в очередной раз арестован за свои аферы в Тиндере. Хают знакомился с женщинами по всему миру, представляясь множеством имен. Для кого-то он был, например, сыном израильского бриллиантового короля Лева Леваева. А потом у него случалась какая-то неприятность, и он просил денег. He just said he wasn't safe, and he asked, for my security, can I use your name? He didn't ask for money. He's very clever in his, can I use your name? Can I borrow your credit card for a couple of weeks just to travel around and continue his business, because they were, and to do it safely, kind of. Вы, вероятно, недоумеваете, почему в видео о женщинах подле российской власти мы вспомнили Хаюта. Дело в том, что в документальный сериал Netflix вошли истории не всех его жертв. Была среди них и русская женщина, Ирина Старыгина. И для нашего рассказа она очень важна. Она родилась в 1977 году в маленьком поселке Оршанка в Мариэл. Бедная семья, бабушка, мама, сестра, депрессивная провинция. Из перспектив – педагогический колледж и работа в местной школе учительницей. Но тут в Оршанку пришла большая политика. Давайте, за Маркелова, все будет в порядке. Жуликов всех погоним. В 1996 году молодой политик Леонид Маркелов впервые выдвинулся на пост президента Мариэл и объезжал республику с предвыборными митингами. Заехал и в Оршанку. Поверьте мне, депутату Маркелову, что я не обману вас, не даю вам популистских обещаний. За каждым конкретным действием будет мой, с конкретным словом будет мой конкретный шаг. Обстановка в республике крайне напряженная. Сторонники Маркелова ездят по деревням и угрожают сжечь деревню, если она проголосует против него. Выборы Маркелов тогда не выиграл. Но та предвыборная поездка оказалась важной в его судьбе. На встрече со студентами в Оршанке он заметил высокую брюнетку, Старыгину. Уже к 1999 году Леонид и Ирина поженились и родили первого ребенка. А в 2001 году Маркелов все-таки стал главой Мариэл и оставался им в духе путинской эпохи на протяжении 16 лет. Республикой он руководил в своем неповторимом стиле. Меня так плохо первый раз принимают.
Нигде так не было, чтобы так ворчали, рычали. Везде спасибо говорят. Но, наверное, мне тоже стоит повернуться к вам таким местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать. Не верите, что я раскопаю дорогу? И будете 3 года ждать. За время правления этой пары Марий Эл и особенно столица Йошкар-Ола изменилась, но не сказать, чтобы похорошела. На набережной возвели очень своеобразный архитектурный комплекс в псевдобельгийском стиле. Для меня вот эта набережная как инородное тело в теле Йошкар-Олы. Ну и что вот это набережная Брюгге? Кто такой Брюгге? Я его не знаю. А еще в городе установили многочисленные памятники людям с инициалами ЛМ, например, Лоренцо Медичи или Людовика Мора. Так Леонид Маркелов украшал город вензелями с собственными инициалами. И все это, конечно, за бюджетный счет. За бюджетный счет росла и тайная империя Маркелова. Вокруг Рембрандта я построил Нидерланды. И башни из Кремля поставил на мосту. Как ранее писал для пропаганды, привить народу веру в красоту. Главную роль в этой империи играла Ирина Старыгина-Маркелова. Она официально значилась главой 7 крупных предприятий, от цементного завода до местной телекомпании, а также собственницей многочисленной дорогостоящей недвижимости. Можно не гадать, откуда у выросшей в Оршанке выпускницы педагогического колледжа компании «Квартиры». Леонид Маркелов смело, как и принято у российских чиновников, записывал все коррупционные активы на жену, за что и поплатился. Империя рухнула, а начало этому положила именно Ирина. Помните, в начале этой главы мы упоминали ее знакомство с обаятельным мошенником Леваевым Хаютом? Он профессионал. Он выманил у разных женщин миллионы. Чтобы восстановить эти события, мы поговорили с 2 знакомыми Старыгиной и Маркеловой. Вот что они рассказали. В 2012 году Ирина неожиданно исчезла из Йошкар-Олы. Дети остались с отцом. Пресс-служба губернатора на все вопросы молчала. Вскоре выяснилось, Маркелова в Лондоне. Оказалось, женщина, несмотря на семейный достаток, заскучала в браке. Даже набережная Брюгге не приносила ей радости. Маркелова пошла в приложение для знакомств. Влюбилась в Хаюта по переписке и уехала к нему в Лондон. Тогда он еще не успел прославиться. Счастливого романа предсказуемо не вышло, но дело было даже серьезнее. Под угрозой оказалось тайное богатство губернатора Маркелова, неосмотрительно записанное на неверную жену. Ирина успела продать одну из семейных квартир и передать деньги возлюбленному. После этого он и пропал. Я же его девушка. Он доверяет мне, я доверяю ему. Я дам тебе совет. Берегись. Для Маркелова бегство жены было только началом проблем. В 2017 году этого самодура арестовали. Сегодня Басманный суд Москвы на 2 месяца арестовал бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова. Он обвиняется в получении взятки в размере 235 миллионов рублей. В итоге Маркелов потерял не только записанную на жену квартиру, но и все остальное, включая свободу. Его приговорили к 13 годам колонии, а большую часть коррупционной империи, которую он скрывал, отобрали в пользу государства. Следствием наложен арест на имущество Маркелова на сумму более 2 миллиардов рублей, которое взыскано в доход государства. Ирина стала одной из тех, кто дал против него показания. История завершилась трагикомично. Ирина после расставания с Леваевым Хаютом попутешествовала по Европе и вернулась в Йошкар-Олу. Там она работала мастером по перманентному макияжу в салоне, который когда-то принадлежал семье губернатора. А Леонид прямо в тюрьме женился на женщине, которая в их с Ириной семье работала няней. Как вам Эсмеральда? Как вам балет? По совпадению или нет, но вскоре после бегства Старыгиной в российской власти началась эпидемия разводов. Бросил жену даже сам Путин, брак которого к этому моменту много лет был лишь прикрытием. Может быть, чиновники поняли, что доверять женам самое дорогое имущество все равно нельзя. Наш брак завершен в связи действительно с тем, что мы практически не видимся. Это развод? Можно сказать, цивилизованный развод. Мы сейчас часто выступаем, представляя нашу с Романом Баданиным книгу «Царь собственной персоной». И я иногда задаю залу вопрос: а как вам кажется, Путин доверяет женщинам?
в смысле власть. В ответ всегда однозначное «нет». Это логично, но на самом деле все не так просто. Эльвира Набиуллина много лет возглавляет Центральный банк без всякой помощи своего мужа Ярослава Кузьминова, хоть он и был очень влиятельным человеком когда-то. Вообще-то у нас в стране есть женщина, заместитель министра обороны. Какой уж тут сексизм. Правда, Анна Цивилева приходится Путину племянницей. Есть могущественный вице-премьер Татьяна Голикова. Правда, ей повезло в молодости закрутить роман со своим начальником в Минфине Виктором Христенко, который дал толчок ее карьере. В общем, женщинам во власти есть место. Только им, как и многим мужчинам в путинской России, нужен могущественный покровитель. Этому и посвящено наше исследование «Отцы и деды». Обязательно почитайте его на нашем сайте. А еще покупайте нашу книгу и подписывайтесь на проект. И помогайте нам. Без вас мы не сможем продолжить нашу работу. Проект. Узнаете впервые.